Привет! Это канал, где мы тренируем русский язык. Сегодня тебя ждет простая история на языке уровня А2. Слушай, читай и повторяй. Начинаем. Это был последний день нашего отпуска. Мы жили в Испании, в отеле около моря. Наш номер был на втором этаже. Из окна мы видели пляж и синюю воду. Было очень красиво. Я проснулся рано. Солнце светило ярко. За окном я слышал шум моря. Моя жена Анна еще спала. Я посмотрел на часы. Было 8 утра. «Анна, вставай!» — сказал я тихо. «Уже утро!» Она открыла глаза и улыбнулась. «Доброе утро!» — сказала она. «Сегодня последний день. Я хочу на пляж». «Я тоже хочу!» — ответил я. «Давай позавтракаем и пойдем». Анна быстро встала с кровати. Она всегда просыпается быстро. Я люблю лежать в кровати подольше, но сегодня я тоже встал. Мы оделись. Анна надела легкое платье. Я надел шорты и футболку. «Ты взял крем от солнца?» — спросила Анна. «Да, он в моей сумке», — ответил я. «А полотенце?» «Анна, я все взял, не волнуйся». Анна взяла свою большую сумку. Она положила туда полотенце, книгу, крем и свой телефон. Телефон был новый. Она купила его месяц назад. Телефон был в розовом чехле. Анна очень любила этот телефон. Она всегда носила его с собой. Мы вышли из номера и пошли в ресторан. Ресторан был на первом этаже. Там был большой зал с белыми столами. На столах стояли тарелки, чашки и вилки. Мы взяли еду. Я взял яйца, хлеб и кофе. Анна взяла йогурт, тосты и чай. Мы сели за столик у окна. Из окна мы видели пляж. Песок был белый. Море было синее. Волны были маленькие. Чайки летали над водой и кричали. «Какой красивый вид!» — сказала Анна. «Я хочу сделать фото». Она достала телефон и начала фотографировать. Она сфотографировала море. Потом она сфотографировала чайку. Потом она сфотографировала меня. «Анна, перестань меня фотографировать», — сказал я, улыбаясь. «Я ем». «Но ты такой смешной утром», — сказала она и засмеялась. «Это называется хотеть спать», — ответил я. Мы позавтракали. Я выпил 2 чашки кофе. Анна выпила чай и съела тост с джемом. Мы говорили о том, что будем делать сегодня. «Я хочу лежать на пляже и читать книгу», — сказала Анна. «А я хочу плавать», — сказал я. «Вода сегодня теплая». «Ты всегда хочешь плавать», — улыбнулась она. «А ты всегда хочешь читать», — ответил я. Мы взяли наши вещи и пошли на пляж. Пляж был большой. Там было много людей. Дети играли в песке, люди лежали на шезлонгах. Мы нашли свободное место около большого зонтика. Рядом было 2 шезлонга. «Здесь хорошо», — сказала Анна. «Давай остановимся здесь». «Хорошо», — сказал я. Я поставил наши сумки на песок. Анна положила свою сумку рядом со своим шезлонгом. Я сел на шезлонг и достал свой телефон. Я хотел почитать новости. Анна стояла рядом и смотрела на море. «Я иду купаться», — сказала Анна.
«Иди», — сказал я пока почитаю. «Ты не хочешь идти со мной?» «Через 5 минут», — ответил я. «Я хочу сначала отдохнуть». Анна побежала к воде. Я слышал, как она смеялась. Она прыгала через волны. Я улыбнулся и посмотрел свой телефон. Я читал новости. Погода в нашем городе была плохая. Дождь, холодно, а здесь было солнце и тепло. Я был счастлив. Прошло полчаса. Анна вышла из воды. Она подошла к своему шезлонгу. Она взяла полотенце и вытерла лицо. Потом она открыла сумку и начала искать что-то. «Том», — сказала она, — «ты не видел мой телефон?» «Нет, не видел», — ответил я. «Ты, наверное, положила его в сумку». «Я ищу в сумке», — сказала она. «Его нет». Я поднял голову. Анна стояла над сумкой. Она вытаскивала вещи из сумки. Она проверила все карманы. Она трясла сумку. Телефона не было. «Его нет», — сказала она громко. «Том, я потеряла телефон». Я встал с шезлонга. Анна была очень расстроена. Я видел, что она хочет плакать. «Спокойно», — сказал я. «Мы найдем его. Помнишь, когда ты держала его в последний раз?» «Я держала его в ресторане», — сказала она. «Я фотографировала море и тебя. Потом я положила его в сумку. Я точно помню». «Хорошо. Если он был в сумке, значит, он здесь, на пляже». «Но его нет в сумке», — сказала она. Я посмотрела все. «Может быть, он упал на песок, когда ты доставала что-то?» «Я не знаю», — сказала она. «Я не помню». Я подошел к ней. Я посмотрел на песок вокруг ее шезлонга. Я не видел телефона. Я посмотрел под шезлонгом. Там ничего не было. Я посмотрел в своей сумке. Телефона не было. «Давай искать вместе», — сказал я. «Может быть, он упал, когда ты шла к воде?» «Я не брала телефон с собой к воде», — сказала Анна. «Сумка осталась здесь, рядом с тобой». Она посмотрела на меня. В ее глазах было волнение. «Ты сидел здесь все время», — сказала она. «Ты не видел, кто брал мою сумку?» «Я смотрел в телефон», — сказал я. «Я не смотрел на сумку все время, но я бы заметил, если бы кто-то взял ее». «Том, позвони на мой номер», — сказала Анна. «Может быть, мы услышим звонок?» «Хорошо», — сказал я. «Я позвоню». Я достал свой телефон. Я нашел номер Анны в моей телефонной книге. Я нажал кнопку «Вызов». Я поднес телефон к уху. Гудки пошли. Я слышал их в своем телефоне. Но на пляже мы не слышали звонка. «Не слышно», — сказал я. «Или звук очень тихий». «Или кто-то нашел его и выключил», — сказала Анна. «Кто-то взял его». «Я позвоню еще раз», — сказал я. «Может быть, мы не слышали». Я набрал номер снова. Я слушал гудки. Прошло 5 секунд, 10 секунд. И вдруг я услышал голос. Кто-то ответил на звонок. «Алло?» — сказал мужской голос. Голос был спокойный. Я удивился. Я посмотрел на Анну. Она смотрела на меня с волнением. «Алло!» — сказал я громко. «Вы слышите меня?» «Да, слышу», — ответил мужчина. «Это ваш телефон?» «Да», — сказал я быстро. «Это телефон моей жены. Мы потеряли его на пляже». «Да, я нашел телефон на песке», — сказал мужчина. «Я шел по пляжу и увидел его.
Он лежал около зонтика. «Я сейчас на пляже», — сказал мужчина. «Я могу отнести телефон на ресепшн вашего отеля». «В каком отеле вы живете?» «Отель «Белый парус», — сказал я. «Мы живем в этом отеле». «Хорошо», — сказал мужчина. «Я знаю этот отель. Я сейчас приду на ресепшн и оставлю телефон там». «Спасибо вам большое», — сказал я. «Мы идем на ресепшн сейчас». «Хорошо, жду вас там». Он положил трубку. Я убрал свой телефон. Анна смотрела на меня и ждала ответа. «Что?» — спросила она. «Кто это был? Он нашел телефон?» «Да», — сказал я с улыбкой. «Он нашел телефон. Он сказал, что отнесет его на ресепшн нашего отеля. Мы идем туда сейчас». Мы быстро собрали наши вещи. Анна не говорила ни слова. Она только улыбалась. Мы пошли к отелю. Анна шла быстро. Я шел за ней. Мы зашли в отель. Мы подошли к ресепшн. Девушка за стойкой улыбнулась нам. «Добрый день», — сказала она. «Добрый день», — ответил я. «Мы ждем мужчину. Он нашел телефон моей жены. Он сказал, что принесет его на ресепшн». «Да, конечно», — сказала девушка. Дверь отеля открылась. В холл вошел мужчина. Он был высокий. На нем была белая футболка и синие шорты. В руке он держал розовый телефон. Это был телефон Анны. Мужчина подошел к ресепшн. Он посмотрел на нас. «Здравствуйте», — сказал он. «Вы ищете телефон?» «Да», — сказала Анна и встала с дивана. «Это мой телефон». Мужчина улыбнулся. Он протянул телефон Анне. «Вот, возьмите», — сказал он. «Я нашел его на пляже. Он лежал на песке около зонтика. Я не знал, чей он, но я подумал, кто-то обязательно вернется за ним. Я поднял его и хотел отнести на ресепшн. И тут вы позвонили». «Огромное спасибо», — сказала Анна. «Я так волновалась. Телефон новый, там все наши фотографии. Я думала, что потеряла его навсегда». «Пожалуйста», — сказал мужчина. «Я понимаю. Телефон — это важная вещь. Я тоже не хочу терять свой телефон». «Спасибо вам большое», — сказал я и пожал ему руку. «Мы очень благодарны». «Не за что», — улыбнулся мужчина. «Добрые люди должны помогать друг другу. Приятного отдыха». «Спасибо», — сказал я. «Мы никогда не забудем вашу доброту». Мужчина улыбнулся. Он повернулся и вышел из отеля. Анна смотрела на свой телефон. Она улыбалась. «Он вернулся», — сказала она тихо. «Да», — ответил я, — «твой телефон вернулся». «Я так счастлива», — сказала Анна. «Я думала, что больше никогда его не увижу». «А я говорил тебе, не волнуйся, все будет хорошо». Спасибо, что слушали и читали вместе с нами. До встречи в следующей истории.